Всем привет! В этом видео я разберу, как можно делать сложные молдинги для стен. Как с изгибами, так и просто прямые рамки. Для этого я выбрал обычный молдинг из каталога OracDecor, взял его PDF и создал из линий, инструмент линия, вот такой же точно молдинг по размерам. Как это делать, я уже рассказывал в одном из своих видео про карнизы. Вы можете как и отрисовать, так и декомпозировать и сделать как вам удобнее. В общем, есть у меня такой молдинг из линий. Теперь я выбираю инструмент Morph, кладу его на слой, который мне надо. У меня есть отдельный слой для молдингов. Нажимаю пробел и щелкаю по этому контуру. Теперь у меня появился Morph в форме молдинга. Я перемещаю его на стену в проект и зеркально отражу, чтобы его можно было увидеть в 3D. Также давайте подниму его чуть повыше. И теперь посмотрим на это в 3D. Вот так вот он выглядит. Теперь я просто хватаюсь за него и выбираю выдавливание по пути. Щелкаю сюда. Теперь давайте выставлю камеру поудобнее. И все дальнейшие значения я буду задавать от руки. Вы можете как сделать очень просто прямую рамку. То есть, например, пусть будет 2000. Сюда. Поворачиваете направо, чтобы вот так загорелась желтым ось. И введу здесь сколько там? 800. Вниз опять же 2000. И влево 800. Он автоматически замыкается и получается вот такая вот рамка молдинга. Также давайте покажу, как можно сделать молдинг с изгибами по углам. Также выбираю выдавливание по пути. Здесь выберу, допустим, 1200 пусть будет. Теперь вот в этом меню я выбираю предпоследнее значение. И продолжаю окружность вверх. Здесь я выбираю радиус дуги, по которой я буду изгибать молдинг. Введу 200 для примера. И вот мы можем видеть, как он дальше будет изгибаться. Нам нужно только до сюда, поэтому ввожу значение 90 градусов. Дальше опять выбираю отрезок и ввожу сюда какое-то значение числовое, 500. Снова дуга, продолжаю, ввожу ей размер и также 90 градусов. И повторяю эту опцию дальше до завершения рамки. Вот уже завершаю и ввожу с клавиатуры 90 градусов. Все, построение молдинга завершено. Вот так вот он выглядит. Вы можете его как-то вот так выровнять. Также можете тиражировать его по вашей стене. Сейчас покажу, как можно быстро изменять его размеры. Для этого нам потребуется его перевернуть. Я выбираю получившуюся рамку, нажимаю Ctrl-U русское, инструмент поворот и поворачиваю его вот так вот, ложу параллельно поверхности пола. Смещаю в сторону. И теперь, чтобы изменить ему размеры, мне потребуется бегущая рамка. Я захватываю одну часть от этого молдинга, приближаю к углу, смотрю, чтобы загорелась галочка, щелкаю на нее. И теперь, например, мне нужно сделать, чтобы рамка была не 1649, а 2000 высотой. Я довел до сюда, нажимаю 2000 с клавиатуры, минус и Enter. Теперь молдинг увеличился. Можем измерить от угла до угла. У него размер 2000. Также и можно делать вот здесь. То есть я выбираю бегущей рамкой, навожу, чтобы появилась галочка, довожу до другого угла, и пусть здесь будет 1000.
И такое изменение позволяет нам не менять радиус дуги, которая у нас есть. То есть она также остается 200. Просто мы увеличиваем вот эти значения, которые у нас в ровных молдингах. Чтобы его вернуть, также я его передвигаю сюда, перехожу в 3D, выбираю его и поверну вот так. Все, остается только присоединить его к стене. Для этого я хватаюсь прям за уголок. Теперь молдинг у нас размещается на стене, чуть пониже. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Теперь вы знаете, как делать молдинги со сложными изгибами в Archicad.